Приветствую всех на канале. С вами Алекс Моторный. Был в Харьковской области прекрасный завод. Завод имел длинную историю еще с дореволюционных времен. И название этому заводу Будянский фаянсовый завод. К сожалению, сейчас от завода остались рожки до ножки. Завод вошел в историю как предприятие, выпускающее керамические изделия высочайшего класса. На протяжении долгого времени он был основным производственным объектом поселка Буды Харьковской области и играл огромную роль в жизни его обитателей. Официальным годом основания завода считается 1887, хотя по факту предприятие начало свою деятельность гораздо раньше. Основателем фабрики является Матвей Сидорович Кузнецов, правнук Якова Кузнецова, который вошел в историю как отец фарфорового производства. Сначала под руководством Матвея Сидоровича была организована фаянсовая фабрика в селе Байрак. Однако в 1870 году неподалеку от села Буды была проложена железнодорожная ветка, соединившая Мерефу и Люботин. Поэтому коммерсант посчитал более целесообразным перенести свое производство сюда. А для его размещения он приобрел помещения, которые раньше принадлежали одному помещику и использовались для винокурни. Поэтому фактически предприятие, действовавшее изначально под названием Новохарьковская фабрика Кузнецова в селе Буды, было образовано в 1883 году. Первую же продукцию Будянский фаянсовый завод выпустил в 1887 году, поэтому именно он считается годом рождения предприятия. Кузнецов сделал много для сотрудников завода и жителей города. С приходом советской власти завод, как и многие другие крупнейшие предприятия, был национализирован. Чуть позднее завод был переименован в «Серп и молот». В годы войны предприятие было практически полностью разрушено. Его восстановление завершилось к 1953 году. После этого завод еще долго продолжал свою деятельность и выпускал первоклассные изделия, несмотря на многочисленные финансовые трудности. В 60-х годах продукцию завода украшал петух, а на изделиях, производящихся для экспорта, петух дополнялся надписью «Сделано в СССР». С 1991 года эта надпись была заменена на «Сделано в Украине». В 2000-х годах на Будянском фарфоровом заводе выпускалось порядка 20 миллионов товарных единиц. При этом на предприятии постоянно применялись самые разные технологии. С этого времени началось постепенное загнивание завода. И вот так он выглядел в наши дни. 2 ноября 2006 года завод был официально объявлен банкротом и прекратил свою деятельность после почти 120 лет существования. Поселок Буды жил благодаря заводу. При заводе было училище, которое готовило на завод молодых специалистов. В каждой семье в Будах кто-нибудь доработал на фаянсовом заводе. Жители рассказывали, что фактически вся жизнь в поселке была связана с этим предприятием. Тем больнее людям вспоминать 2000-е годы. До сноса территория завода была похожа на декорации к постапокалиптическому фильму. На месте старинных цехов, груды кирпича. Единственные признаки жизни – это иногда проходящие мимо сторожа. И пока вы смотрите на былые руины Будянского фаянсового завода, я расскажу еще такую одну интересную информацию, что в 70-80-х годах Будянский фаянс занимал первое место в Украине по объемам выпуска продукции. Каждое четвертое изделие, производимое советской фаянсовой промышленностью, было изготовлено в Будах. Высокое качество продукции в 2004 году было отмечено международной премией «Золотая торговая марка». А в 2003 году предприятие получило награду «Высшая проба» за безупречное качество изделий.
Для Буд банкротство завода – это катастрофа, потому что завод являлся градообразующим предприятием. Основным налогоплательщиком и более 50% всех налогов, которые получал поселковый совет, шли от завода. К сожалению, предприятий в поселке, которые могли бы принять хоть половину людей, работавших на заводе, не существует. Бывший исполнительный директор завода Владимир Тюрин закрытие предприятия объяснил двумя причинами. Во-первых, подорожание газа. На заводе старые печи, которые потребляли слишком много голубого топлива. Во-вторых, правительство разрешило беспошлинный ввоз дешевой китайской посуды. В результате продукция Будянского фаянсового завода стала неконкурентоспособна. Будянский фаянс дважды переживал банкротство. Каждый раз была санация, и руководители предлагали бизнес-план, как выйти из ситуации. В 2004 году на предприятии установили новую печь. Она потребляла меньше газа, но и это не помогло. У завода были миллионные долги. Пенсионному фонду предприятия должно было больше 3,5 миллионов гривен, налоговой службе около 1 миллиона. Самый большой долг перед обществом с ограниченной ответственностью Фолио Друг – 40 миллионов гривен. Будянский фаянс стал легендой слобожанщины. Уникальную коллекцию будянской посуды можно увидеть теперь только в музее. В свое время, когда завод еще работал, многие харьковчане с удовольствием покупали тарелки, чашки и столовые сервизы производства Будянского фаянсового завода. Будянской посудой пользовались повседневно. Она имелась практически в каждой семье, поскольку была недорогой и выглядела очень живописно. Сегодня это уже раритетные изделия. Но у многих еще остались тарелки с петушком на донышке и блюда с росписью в технике гжель, кружки и кувшины в народном стиле. Друзья, смотрите интересные видеоролики на канале о родном и любимом городе Харькове, а также о Харьковской области. Буду очень признателен вам за лайк к видео, комментарий и подписку на канал. Ну и если не трудно, поделитесь видео с друзьями в соцсетях. Это очень мотивирует снимать новые видео. Спасибо, что смотрите. Здание завода простояло в полуразрушенном состоянии до ноября месяца 2021 года. Не дошли до современников, к величайшему сожалению, и уникальные обжиговые печи предприятия. Также утрачены лучшие традиции и технологии, которыми владели специалисты завода. Ну а 2 ноября 2021 года здание завода было снесено. Его решил снести ликвидатор акционерного общества закрытого типа «Будянский фаянс». В территориальной общине рассказали, что предприятие уже давно не выпускает никакой продукции. Часть коллекции заводского музея хранится в Харьковском историческом музее, еще часть образцов керамики экспонируется в клубе поселка Буды. А земля под снесенным зданием принадлежит местному совету. Итак, 2 ноября 2021 года контролируемым взрывом было снесено здание, в котором находилось 3 цеха – массозаготовительный, литейный и формовочный. В истории будянского фаянса поставлена, можно сказать, эффектная точка. Произошло это в юбилейный для фаянсового завода год. Предприятие появилось в Будах 135 лет назад.